Давно не снимал я видео, и наконец сегодня я выбрался в лес. Как вы видите, я остановился около ямы. Она довольно-таки больших размеров, но тем не менее мне она не подходит. Я хочу найти точно такую же яму, только большего размера, и в ней переночевать. Ну а что из этого получится, сегодня мы вместе с вами и узнаем. Будет ли ночка теплой, получится ли вообще построить какое-то укрытие, я не знаю. Поэтому садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра, и совсем скоро мы с вами узнаем, что у меня получится. Отличная ямка. По размерам она мне подходит идеально. Итак, что я хочу сегодня сделать? Я хочу провести эксперимент. Попробовать переночевать в этой яме. Для того, чтобы это сделать, в первую очередь нужно ее очистить от снега. И, я думаю, развести здесь костер, чтобы вот эта влага вся от земли ушла. У меня есть с собой лопата, с помощью которой я могу подровнять какие-то углы, да, стены сделать. У меня есть с собой ножовка, с помощью которой я по бокам выложу бревна, сделаю навес, крышу, сделаю лежак. По-хорошему было бы еще сделать и подобие двери. Возможно, дверью послужат мне мои волокуши, которым я просто буду закрывать вход, да. Надеюсь, что будет тепло и комфортно. Вообще планировал я переночевать с костром, то есть развести костерок, да, где-то, и чтобы дым уходил наружу. Но на всякий случай я не буду лукавить, я взял с собой печь. Соответственно, тоже немного равняю яму там, где будет мое спальное место. То есть здесь я планирую сделать лежак. Немного надо снять со стен, чтобы двухметровый человек, такой как я, смог поместиться в этой яме. Поэтому я ее немного расширю сейчас в том месте, где буду лежать. Ну и, возможно, еще вход тоже чуть-чуть, там пару ступенек, может быть, сделаю, не знаю, посмотрим. И костер. После этого уже делаю костер, чтобы здесь все просыхало, пока я буду заготавливать бревна и подносить их сюда, формировать из них стены и, естественно, крышу. Все, для лавки, для лежака осталось основание сделать, то есть 2 пня, сантиметров по 50, по 60, да, по ширине кровати, и, соответственно, 3-4 бревнышка по моей высоте, по моему росту.
Некоторые спрашивают, зачем тебе это надо? Ну, считайте, что это у меня такое хобби. То есть кто-то рыбачит, кто-то охотится. Просто недавно смотрел одного блогера, он рассуждал на тему того, что зачем ночевать в сугробе, когда можно там взять с собой палатку, поставить в нее печку. Блин, ну, такой тюленей отдых мне не по кайфу. То есть мне нравится прийти в лес, и вот я с утра сегодня весь день поработаю, а уже вечером у меня будут какие-то более-менее комфортные условия. То есть я поставлю сам себе галочку, да, то, что я смог, что у меня получилось осуществить задуманное. Ну, блин, кто-то, да, хочет поймать там щуку большую, например, а я вот хочу построить такую уютное, теплое местечко в яме. У каждого свои цели, у каждого свои задачи в этой жизни, у каждого свое хобби, в первую очередь, да. Кому-то нравится в компьютер играть, кому-то нравится пиво пить, кому-то рыбачить, кому-то охотиться. Блин, я никого не осуждаю, и мне кажется, что не надо лезть не в свое дело, пусть каждый занимается своим. То есть кто что любит, тот пусть то и делает. Поэтому всем вам желаю того же. Занимайтесь только тем, что вам нравится. Ну, по крайней мере, пытайтесь. Это и есть счастье в жизни. То есть если вы делаете то, что вам по душе. А если вы еще с помощью этого зарабатываете и деньги, ну, блин, то это просто прекрасно. Я думаю, осуждать кого-то за это, ну, как минимум глупо, и, ну, недалекие люди это делают. Все, костерок, а то задница холодно сидеть. Да и вообще надо, кстати, пенку достать. Первое тепло пошло, но дрова, как вы видите, все сырые, просто в хлам. Поэтому за костром надо внимательно следить и по-хорошему закидывать дрова с запасом, чтобы они сушились. То есть не в сам костер, а рядом с костром их складывать, чтобы они просушивались постепенно. Как они просушились, их класть в костер и подготавливать следующие. И, наверное, поэтому я сейчас пойду сразу всякие сушины поднатащу сюда. Прям положу вот так вот, чтобы они сушились, ну, дымом, теплом. И буду постепенно подкидывать. Пять минут перекур и вперед за бревнами. Десяток притаскивая и накрываем плащ-палатками. Вообще задача попробовать построить все без единого гвоздя. Ну, а как получится, я не знаю. Сейчас посмотрим. О! В целом, да, конечно, было бы неплохо, если бы все это дело было повыше. Но я думаю, и так сойдет. Нормально.
Ну, хотя можно будет сейчас попробовать поднять, пеньки подложить сзади, спереди и здесь. То есть чуть-чуть уровень приподнять можно на одно полежко. Веревка осталась, сейчас я ее использую, чтобы вот эти бревна не разъезжались, я их вместе свяжу. Фух. И накрываю плащ-палатками. Уже прошло часа 4-5 где-то, ну и в целом можно уже там греться. Не землянка, а ямянка, я ее так назову, потому что яма и просто тупо накрытая бревнами. Ямянка. Ямянка-времянка. То есть ее всегда можно будет разобрать. Она не имеет гвоздей, ни одного гвоздя. Можно просто бревна раскидать в разные стороны и все. Плащ-палатка — это брезент. То есть тоже его можно будет снять и забрать, например, да, либо оставить, может быть, в следующий раз когда-нибудь там, не знаю, может быть, осенью, например, да, приду сюда и еще какой-то эксперимент проведу. По-моему, отличная доска. Как раз ей я и закрою сзади вход, где плащ-палатка провисает. Я ее накрою вот этой доской и присыплю сверху снегом. Ну, как вариант, да, может быть, землей. Еще можно, наверное, траву пособирать. Здесь вон сухая трава прошлогодняя есть. Возьму сейчас плащ-палатку и буду ее использовать как мешок. В нее положу сухую траву и туда уже отнесу и раскидаю поверх своего строения. Я думаю, будет идеальная маскировка.
снегом по кругу я выкладываю не просто так, а для того, чтобы все щели, которые есть, были закрыты. Ну, чтобы лишний воздух не заходил и чтобы было потеплее. Здесь сделаю ступеньку, одну хотя бы вот так вот раз, и срежу, да, песок. И заодно этим всем песком засыплю третью стену с той стороны, потому что у меня уже задняя стена хорошо засыпана, боковая одна хорошо засыпана, и вот теперь еще ту боковую надо засыпать. Здесь поставить печь, еще одна плащ-палатка у меня осталась, ее можно тоже использовать как-то. Ну, я думаю, как раз вот, наверное, какие-то дыры закрою. Может быть, вход ей закрою. Или вообще вход волокушами закрою. И в целом будет спать мне нормально. Время уже приближается к 5 часам. На улице пока что еще светло. Это хорошо. Все-таки день увеличился световой. 4:30. Я думаю, сейчас успею и печь поставить, и до конца ту стену закопать. И плюс ко всему ее снегом засыпать, да? И сделать ступеньку, должен успеть до темноты. По-хорошему, да, уже есть хочется, конечно. То есть, может быть, сейчас еще и пообедаю хотя бы, такой поздний обед. А здесь прям тепло, хорошо. У меня, смотрите, испарение идет. Видите? То есть и от перчаток, и от одежды. То есть, ну, здесь очень тепло. Но единственное, это тепло около огня. А вот там, около стенки, пока еще нет. Надо тепло сохранять внутри помещения, в этом основная проблема. Оно пока просто все выходит, выдувается наружу. Ну, дров, я думаю, на ночь-то как минимум хватит. Еще бы они подсыхали. Какую-то часть дров я оставлю под печкой сразу. Несмотря на то, что она маленькая, да, печь, но все равно греет. И это уже приятно. И чувствуется. Так, ну я думаю, вот как раз, да, вот эти вот последние положу и хватит.
Наверняка кто-то из вас спросит, да, зачем мне два рюкзака. Дело в том, что один рюкзак — это все мои вещи там лежат, да? А во втором рюкзаке у меня лежит все мое съемочное оборудование. То есть, представляете, целый рюкзак со съемочным оборудованием. Ну, просто чтобы, мало ли, кто-то, может быть, подумает, что здесь где-то помощник у меня бегает. Но можете посмотреть, помощника здесь нигде нету. Я один, совершенно один. Рюкзака два. Тепло очень. Единственное, да, что-то я чуть-чуть не подрасчитал. Надо было все-таки потолок повыше поднять. Ну и места, да, маловато здесь. С той точки зрения, что некуда что-то положить, да. То есть рюкзаки пришлось там разместить. Здесь у меня пакет с едой. Ну и самое главное, да, что мне комфортно, хорошо. Жду, когда костер прогорит. Поэтому пока не закупориваю здесь вот этот вот плащ-палатку сверху, чтобы дым лучше уходил. Ну, от костра у меня дрова немного сушатся, то есть еще и такую функцию он в себе несет. Поставил чаек, хочется есть, уже очень сильно. Пора попить хотя бы чай с шоколадкой, да, и, может быть, уже займусь потихонечку приготовлением к ужину. Ну, в целом, прям я доволен. Пока прям мне все нравится. И вид какой у меня прекраснейший, опять-таки. Да, тогда из пещеры у меня был классный вид, а теперь у меня вид из ямы на лес. Дождик пошел. Жена тесто делала у меня. Пекла сосиски в тесте делала, да? Ну, дети любят просто. И я взял вот небольшой кусочек теста себе из дома. Хочу вокруг палки его обмотать. И, соответственно, у меня будет такой хлеб, испеченный прямо на огне в моей яме. Дождь, главное, сюда не попадает, это уже хорошо. Вот, кстати, и чайник начал наконец-то вода закипать. Блин, неохота выходить, но надо какую-то палку найти, чтобы вот тесто было на что намотать. Ладно, пригрелся просто. Пойду схожу. В целом, какие я вижу уже сейчас недостатки по строению? Во-первых, я взял мало укрывного материала, да, то есть плащ-палатки, 2 штуки, этого недостаточно, 2 штук, 3, вот это 3. Наверное, было бы даже логичнее взять обычный строительный тент, например, 3 на 4, и прям целиком его положить и вырезать просто тупо дверь, ну, где входить буду, да. Все, то есть это уже сразу прямо решило бы многие проблемы. Тепло удерживалось бы, да, никаких щелей не было бы.
а сейчас они есть, имеются. Но, с другой стороны, если бы сейчас не было бы щелей, то, наверное, я бы тут задохнулся бы, сидя у костра. А так весь дым туда куда-то уходит постепенно. И мне есть чем дышать. Хотя уже костер можно, в принципе, тушить. Ну, сейчас я приготовлю как раз хлеб. После чего уже, да, и потушу костер. Слушайте, ну, вполне достойный хлеб получился. Вообще обалденно. Не ожидал. Не ожидал. То есть, ну, в такую весеннюю, зимнюю погоду можно с собой брать тесто, где-то его разогреть немножко и делать хлеб. Единственное, ну, вот с этой стороны все идеально. Здесь чуть-чуть подгорел и еще в песок уронил. Ну, я вот эту просто часть не буду есть. Все остальное просто на великолепном уровне. Обалдеть. Чувствую себя как бомж какой-то. Ощущения прям, наверное, плюс-минус сравнимые. Да, условия, конечно, такие, слегка спартанские. Просто неохота выходить на улицу и там заниматься колкой дров. Поэтому делаю все здесь. Тем более у меня тут теплый чай, мягкая кровать. Ну а что дальше будет, непонятно. Ночью вообще, по-моему, снежок даже обещали. Будет здорово завтра проснуться и лицезреть свежевыпавший снег. Это, наверное, уже будет финишная такая прямая. Последний аккорд зимы. Ну, весна-то уже наступила календарная, но зима еще не хочет прощаться с нами, как я понимаю. Поэтому, так и быть, дадим ей возможность снежком все припорошить. Красота. Добыча. Вот в такой вот игровой форме сегодня получилось добыть мясо. 2 стейка косули. Пусть будет так. Сейчас пожарю на сковородке. Стало уже прям вообще жарко. Смотрите, я разделся, в термобелье сижу. Вообще красота. И это при всем при этом, что у меня вход не закрыт. То есть, во-первых, я его приоткрыл,
чтобы, ну, сейчас я выходил на улицу, да, а во-вторых, просто уже помещение стало набирать тепло, аккумулировать в себе. То есть бревна просыхают, до этого они были влажные, вот сейчас уже сухое, ну, по крайней мере, вот это вот. И за счет этого становится теплее. Ну, влага уходит. Как минимум, это очень важный фактор. Свечки придают дополнительную атмосферу такого романтического вечера. Нахожусь, блин, в каком-то склепе, да, то есть везде земля, надо мной бревна. Ну, блин, я рад, что получилось построить это емянку, да, назовем ее так. Эту емянку удалось построить без единого гвоздя. Мне вот это вот прям, ну, очень меня это радует. Все, ставлю. Готовится 2 стейка косули. Пахнет очень вкусно. Только говядина. Ну, что уж, вскрывать карты пора бы. Это говядина, а не косули, конечно же. Только говядина и специи. Соль и перчик. Все, пора отведать, попробовать, что получилось. Великолепно. И, конечно же, да, друзья, бегите к холодильнику, если вы, глядя на меня, тоже захотели что-нибудь поесть. Не стоит себе отказывать в этом удовольствии. Пару лишних килограмм, ничего страшного не будет, если вы даже наберете их. Успеете еще скинуть, так же, как и я. Хотя, в моем случае, не в коня корм, как говорится. Да, приятного аппетита. Идеально. Надо же, повезло, когда волокуши идеально по размеру встают моего прохода. Ну все, запрыгиваю. Пока лягу просто без спальника, потому что там, ну, реально тепло. Спальник из рюкзака сейчас сюда закину, в емянку свою. Ну и посмотрим. Даже интересно, как быстро мне станет холодно. Ну, я думаю, часа через 3, наверное, как только, ну, если я усну, да, то как только печка погаснет, там полчасика, то, соответственно, сразу похолодает. Никогда бы не подумал, лет так 5-7 назад, что буду ночевать вот в таких вот непонятных местах. Классно. Атмосфера, как говорится, офигенная просто. Ладно. До завтра.
Снег выпал. Надо же. Так красиво лежит он. Точнее, уже падает с веток деревьев, сосен. Печка справилась на все 100%. Да и вообще, само строение справилось даже на 200%. Естественно, вчера уснул, как я и говорил, как я предполагал, без спальника. И там через часа полтора печка погасла и стало холодно. Запрыгнул в спальник и уже проспал где-то, наверное, часов до 5. Второй раз печка погасла. Опять дров закинул. Ну и все. Время уж сколько? 10 часов. Нормально я провалялся. Ну, а куда спешить, правильно? Спешить сегодня некуда. Все-таки это поход выходного дня. Сейчас позавтракаю. На завтрак у меня будет яичница. И можно будет отправляться в путь. Ну и на такой вот ноте, наверное, буду с вами прощаться, потому что сейчас предстоит собрать все вещи после завтрака. Спасибо большое, что посмотрели это видео до конца, провели со мной ночь в таком вот странном укрытии под названием Емянка. Спасибо, что вообще смотрите канал, да? Потому что, как вы знаете, YouTube сейчас замедляют всеми силами, да, всеми правдами и неправдами. У многих он не работает, то есть кто-то смотрит его через, используя какие-то дополнительные программы. Это круто. Самые преданные, наверное, да, сейчас остались на Лесном Строителе. Спасибо вам большое. Вы настоящие молодцы и поддерживаете очень сильно меня. Буду стараться продолжать снимать видео, да, как-то, может быть, удивлять, а может быть и не удивлять, просто снимать видео. Делать то, что мне нравится, и буду надеяться, что вам тоже это будет нравиться. До скорой встречи. Пока-пока. Ну, сейчас я выходил на улицу, да, а во-вторых, просто уже помещение. Да улетит уже самолет, а? Вот как вот снимать? Начинаешь снимать, самолет летит. 1, 2, 3. Задолбали. А, вон, кстати, черная кошка сидит. Вон, видите, да? Ну что, кто-нибудь догадался, где я нахожусь? Опа. Вещи падают. Не получится лечь спать. Да,